Добрый день, мои дорогие стрельцы! Это ваш видеопрогноз на 2026 год. Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович. Я автор, ведущий этого канала. Я ведический астролог. И я прошу вас обратить внимание, если вы будете смотреть прогнозы на этом канале в первый раз, на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный гороскоп на год, чтобы он у вас действительно сработал и принес вам пользу, вам нужно знать свой восходящий знак или асцендент в ведической астрологии, либо хотя бы знак зодиака Луны. Как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. Переходите, пожалуйста, по этой ссылке. Постройте свой гороскоп на время вашего рождения. Если вы не знаете точное время своего рождения, то тоже постройте, пожалуйста, свой гороскоп. И посмотрите, если вы не знаете точное время своего рождения, тогда посмотрите знак зодиака Луны. И эти прогнозы лучше всего работают по знаку зодиака восходящему, либо по знаку зодиака Луны. Если вы не хотите заморачиваться, разбираться, как там вам строить свой гороскоп, переходить по ссылке, вводить данные, то вы можете написать дату, время и место вашего рождения в комментариях под видео. Я, в принципе, тоже могу для вас посмотреть эти данные. И получается, что если ваш восходящий знак от Овна или знак зодиака Луны от Овна до Скорпионов, то ваши прогнозы на канале уже вышли. Если вы Стрелец, то это видео для вас. Но если вы Козерог, Водолей, Рыбы, то в таком случае нужно немножко подождать. Подписывайтесь на канал, оставайтесь, и ваши прогнозы скоро выйдут. А пока можете смотреть прогнозы на месяц, и на канале много других полезных обучающих видео по ведической астрологии. Ссылка на построение гороскопа в ведическом стиле будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, на обучение ведической астрологии. Кстати, в феврале стартует второй поток курса по Чарадаша. И он получился, вот первый поток у нас заканчивается в январе, он получился очень классным. И на составление личного гороскопа тоже можно там записаться. Ну и теперь давайте говорить о том, что же ожидает стрельцов. Прогноз у нас будет объемным. И все эти прогнозы у меня получаются на год прям практически по часу. Поэтому садитесь удобнее, заваривайте себе чашечку чая и будем начинать. У нас будет несколько слайдов. В 2026 году будет несколько перемен, больших транзитов, и про них я буду рассказывать. И поэтому год у меня разбит условно на 4 части. На этом слайде вы видите картинку из наших гигантов Сатурна, Юпитера, Раху и Кету, как они будут располагаться на 1 января 2026 года по 1 июня 2026 года. То есть на 1 января 2026 года Сатурн будет находиться в вашем 4-м доме гороскопа, Юпитер будет находиться в вашем 7-м доме гороскопа, Раху и Кету будут находиться в 3-м, 9-м домах гороскопа. И они не перейдут туда 1 января, они уже, можно сказать, перешли в это положение планет в 2025 году. Сатурн в начале года, Раху, Кету в начале года, Юпитер тоже в начале года, но он уходил из этого вашего 7-го дома гороскопа. Если вы следите на моем канале за прогнозами на год и на месяц, вы знаете, что я про Юпитер снимала отдельное видео. Он выходил в ваш 8-й дом гороскопа, вернулся. Про Юпитер сегодня мы будем много говорить. Но, значит, вот это положение планет я все равно должна обозреть, потому что это, в общем-то, картинка на полгода. На полгода, что будет происходить в вашей жизни, какие будут тенденции. Возможно, для вас они не новые. Возможно, уже что-то вы почувствовали. Возможно, еще что-то придет в вашу жизнь из того, что я перечислю. Но, тем не менее, лишним повторить, я думаю, не будет. Тем более, что, может быть, кто-то будет первый раз такие прогнозы смотреть. Значит, начинаем мы разбор с Сатурна. Сатурн у нас в знаке зодиака в одном доме гороскопа находится около 2,5 лет. И весной 2025 года зашел Сатурн в ваш 4-й дом гороскопа, дом недвижимости, дом транспорта, дом места нашего жительства, мамы, внутреннего ощущения счастья. Весной 2025 года и выйдет только в июне 2027 года.
но там тоже будут нюансы, потому что он потом еще будет возвращаться в ваш четвертый дом гороскопа. Однако вот эта тенденция. Четвертый дом гороскопа, дом недвижимости, дом транспорта, дом места нашего жительства, психологии, мамы, нашей психологической вообще отдачи, даже не отдачи, а нашего психологического настроя, насколько мы оптимистично либо пессимистично смотрим в этот период на мир. И для стрельцов это, конечно, нетипично быть пессимистами, однако при транзите Сатурна по четвертому дому гороскопа стрельцы могут почувствовать какие-то перемены в своем характере, и немножко доля пессимизма какая-то может присутствовать, потому что повреждается Сатурном четвертый дом, дом внутреннего счастья, и психологический какой-то надлом может быть. Но конечно, психологический надлом больше можно прочувствовать при транзите Раху по четвертому дому гороскопа, а Сатурн все-таки он может немножко замораживать наши чувства, когда мы, стиснув зубы, должны что-то делать, потому что мы должны, либо потому что мы чувствуем какую-то ответственность и чувствуем какой-то долг. Эта позиция Сатурна нас отдаляет, либо фокусирует на сферах жизни, связанных с недвижимостью, с транспортом, с мамой, с нашим психологическим состоянием. И это значит, что очень хочется купить квартиру, очень хочется построить дом, очень хочется купить машину, поменять машину. Будет фокусировка на этих сферах, землю. Но если вы вдруг начинаете какой-то процесс, при этом транзите Сатурна по четвертому дому гороскопа, то это такой длительный процесс. Я знаю некоторых стрельцов, которые, например, там начали строительство на начале транзита этого Сатурна, начали что-то строить у себя уже там на участке, например. И этот транзит Сатурна, он как раз про такие вещи, про то, чтобы сделать что-то долгосрочное. Переезд. Переезд у стрельцов на эти 2,5 года, ну если вы ничего не построите, не купите квартиру, то вы однозначно в эти 2,5 года переедете, потому что Сатурн у нас управляет третьим домом гороскопа и стоит в четвертом доме гороскопа. Третий дом гороскопа вызывает перемены в четвертом доме. Третий дом — это дом коротких поездок, то есть это переезды, как правило, допустим, из города в город, либо из одной квартиры в другую квартиру. Эта тенденция по Сатурну здесь присутствует. Продажа квартиры, продажа машины, продажа транспорта, смена квартиры, недвижимости, земли, транспорта — это все по транзиту Сатурна по четвертому дому гороскопа. Оформление документов на недвижимость, на транспорт, на маму, может быть, какие-то документы, оформление документов на свое право проживания какое-то. Потом может быть такое вложение денег в землю. Ну, это не то, что может быть, а вот такой вот транзит Сатурна, он как раз-таки и указывает на то, что стрельцы могут вкладывать деньги, силы в четвертый дом. То есть, опять же, в то же самое строительство, в отношения с мамой, может быть, в свою психологическую настройку, в свои эмоции, эмоциональное состояние, в поддержание своего эмоционального состояния, в свое самовыражение. Самовыражение по четвертому дому гороскопа у нас тоже в свой психологический настрой, в музыку. Кто-то может быть даже в свою школу. То есть у некоторых стрельцов может быть в это время, если у вас есть школа, то все силы вкладываются в какую-то школу. Либо, например, если ребенок учится в школе, то школа в эти 2,5 года требует очень много финансовых вливаний. И нужно постоянно что-то покупать, постоянно что-то там в школе ремонтировать, постоянно быть вовлеченным в дела школы. Если ребенок учится, то, в принципе, в эти 2,5 года он может поменять школу. А такое тоже может быть по транзиту Сатурна, по четвертому дому гороскопа. Но есть еще такая тенденция, что все силы и ресурсы вы можете черпать из четвертого дома гороскопа. То есть вас больше будет вдохновлять, либо вас будет больше подпитывать возможность работать на своей земле, возможность работы из дома, возможность заниматься домашними делами. И возможность заниматься, допустим, машинами. То есть деньги даже могут приходить от этих сфер. Деньги могут приходить от того, что вы продаете, например, то, что вы вырастили на своей земле. Деньги приходят от того, что вы машины
ремонтируете, либо от того, что вы занимаетесь дизайном квартир, дизайном помещений, а, ландшафтным дизайном. Темы материнства, темы психологии, темы музыки тоже могут быть. Вообще вы, в принципе, можете какое-то хобби для себя открыть, связанное с недвижимостью, транспортом, с музыкой, с психологией, с огородничеством, садоводничеством, с выращиванием чего-то, например, там домашних животных, растений и так далее, по этому транзиту Сатурна. Очень важное положение транзита Сатурна с этой точки зрения. Трактовка именно это отдаление от мамы, либо необходимость работать над отношениями с мамой, потому что в 4-м доме гороскопа у нас есть еще один важный живой показатель — это мама. И Сатурн может давать такое, то есть отдалились от мамы, какие-то напряженные отношения, либо наконец-то вы понимаете, что сколько можно уже быть в напряженных отношениях, пора налаживать отношения с мамой. Помимо этого, аспект Сатурна на 10-й дом гороскопа и на 6-й дом гороскопа. Сатурн у нас аспектирует 6-й дом труда, рутины и 10-й дом гороскопа. Поэтому 2,5 года для стрельцов, для того, чтобы поменять работу, либо что-то поменять в работе. И несмотря на то, что Сатурн не касается напрямую, то есть он не стоит в доме работы, но вы можете чувствовать какое-то медленное продвижение в работе, то есть как будто бы процессы замораживаются. И может быть сложно расти, сложно добиваться того, чего хотите. Кто-то быстро растет, а у вас могут происходить какие-то задержки и какие-то вот тормоза, когда нужно много труда, много дисциплины вкладывать в работу, когда нужно много вкладывать в то, чтобы распорядок дня своего налаживать, в то, чтобы заниматься какой-то рутиной, в то, чтобы заниматься какими-то такими вещами, которые вот составляют ежедневную деятельность. И оно может быть так, что вот, ну, просто каждый день приходится планировать. Каждый день нужно планировать, 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 потому что без планирования эти дни просто не могут существовать, без планирования ничего не может получаться. Опосредованно здесь Сатурн указывает на то, что могут быть ипотеки, либо какие-то кредитные обязательства, связанные с местом жительства, с транспортом, с мамой. И мама может тоже, кстати, проходить какие-то медицинские обследования, медицинские осмотры, и вы в том числе маме в этом вопросе можете помогать. Аспект Сатурна на 10-й дом гороскопа еще у нас меняет статус в эти 2,5 года. То есть что это значит? Не работали, вышли на работу, не были родителями, стали родителями, не были в отношениях, зарегистрировали отношения, начались отношения, вышли на пенсию, появились какие-то дополнительные обязательства общественные. Это все новые статусы. И Сатурн еще у нас аспектирует 1-й дом гороскопа, а 1-й дом гороскопа — это мы сами. Мы сами, наша личность, наше тело, наше физическое здоровье. И, в общем-то, тут, с одной стороны, Сатурн — планета болезней, с другой стороны, Сатурн, как управитель 2-го дома денег, аспектирует 1-й дом гороскопа и 3-го дома хобби, рук. Поэтому я думаю, что этот аспект Сатурна на 1-й дом гороскопа для стрельцов может проиграться как работа над собой. Очень активная работа над собой, над своими навыками, новыми навыками, над тем, чтобы корректировать свою внешность, вкладывать деньги в себя, в свое развитие. То есть такая тенденция, что мы просто очень много сил тратим на то, чтобы развиваться. Вообще эти транзиты у стрельцов как такая социализация активная после длительного застоя, может быть, после длительного какого-то периода не социализированного, так как помимо того, что Сатурн, можно сказать, выгоняет из дома, Сатурн делает место проживания холодным, неуютным, либо отдаляет от дома, когда мы редко находимся дома, к тому же он управитель 3-го дома, дома коротких поездок, то есть мы часто куда-то уезжаем. Еще у нас в 3-м доме гороскопа до ноября 2026 года находится Раху. Раху находится в доме коротких поездок, в доме коммуникаций, в доме документов, в доме общения друзей, братьев и сестер. И в таком транзите получается, что
еще ближайшие полгода — это очень насыщенное время жизни, когда вам нужно делать много дел. Много ездить, много общаться, много новых навыков, много новых людей появляются в вашей жизни. И вы могли это почувствовать еще с начала 2025 года, с весны 2025 года, что как будто бы у вас меняется окружение, появляются какие-то незнакомые люди, люди иностранцы или люди, с которыми вы как будто бы говорите на разных языках. Может быть, много новых документов, которые нужно изучать иностранные языки, много новых коммуникаций, много новых незнакомых мест, в которые вы ездите, много навыков с точки зрения того, что вы вот по Сатурну, допустим, выходите на работу, и вы, вот это очень типично для женщины, которая выходит из декрета. Когда она выходит из декретного отпуска, и она понимает, что как много всего я пропустила, как много всего мне нужно нагнать каких-то вот моментов, вспомнить, изучить и так далее. Если вы ведете социальные сети, то это прекрасный транзит, особенно вот то, что мы сейчас видим на экране с 1 января до 1 июня 2026 года для стрельцов золотое время для того, чтобы развивать социальные сети, круги социальные в целом. То есть много новых знакомств в буквальном смысле, но и рост соцсетей тоже очень хорошо. Третий дом контактов коммуникации, седьмой дом контактов коммуникации, они у нас под влиянием Раху и Юпитера, то есть это какой-то хороший рост, когда может прийти много новых подписчиков, какие-то контракты, какие-то сделки, какие-то соглашения. Сарафанное радио очень хорошо будет работать, то есть если у вас есть цель как-то продвинуться в социальных делах, продвинуться в контактах, продвинуться, обрасти новыми знакомствами, то это прекрасные транзиты для таких вещей. В девятом доме гороскопа Кету находится у нас. И Кету, у нас, конечно, в первую очередь дом детей — это пятый дом гороскопа, но девятый дом гороскопа тоже дом детей, дом обучения, высшего образования. Кету немножко отстраняет от детей. При этом в любом случае, девятый дом — это еще и дом образования, и может быть такое, что, например, кто-то из стрельцов учился в институте, и тут понимает, что нет, не хочу учиться в институте, хочу пойти на какие-то курсы, потому что эти знания мне будут сейчас гораздо более полезными, чем такие вот классические академические знания, и поэтому мы уходим из института и начинаем учиться на каких-то курсах, начинаем получать более такой упрощенный вариант знаний, то есть более упрощенное обучение. Юпитер в седьмом доме гороскопа. Юпитер в седьмом доме гороскопа у нас это уже повторный транзит Юпитера по седьмому дому гороскопа, потому что Юпитер с с весны 2025 года по октябрь 2025 года уже был в вашем седьмом доме гороскопа. Вы можете вспомнить, что было в тот период с весны до октября, какими вопросами вы занимались. Конечно, вы тогда могли почувствовать, что у вас изменились какие-то в здоровье вопросы, то есть что, может быть, какие-то кризисные вопросы по здоровью закончились, потому что до этого Юпитер год шел по вашему шестому дому гороскопа, дому рутины, дому болезней, дому препятствий, и расширял этот шестой дом гороскопа. К тому же Юпитер — это планета, отвечающая за ваше здоровье, и Юпитер мог дать вам какое-то серьезное облегчение после того, как он зашел в седьмой дом гороскопа. С одной стороны, это облегчение, потому что по здоровью вы явно можете в таком положении Юпитера почувствовать какое-то улучшение. С другой стороны, седьмой дом гороскопа — это опять же другие люди. И вместе с транзитом Раху по третьему дому гороскопа может быть общения слишком много. Может быть общения так много, что иногда хочется спрятаться в домик и ни с кем не общаться. Это транзиты по Раху и по Юпитеру. Если вы не в отношениях, то это такое положение Раху и Юпитера, когда очень хочется отношений, очень хочется вступить в отношения, и такая очень активная в эту сторону может быть работа, когда вы, допустим, инициируете какие-то контакты, коммуникации, вы знакомитесь, вы регистрируетесь на сайте знакомств, вы ходите на свидания, вы общаетесь.
Некоторые из стрельцов в эти полгода могут встретить свою любовь. Особенно я напоминаю, что у стрельцов такие транзиты прямо на Новый год, когда может быть очень активно. У вас здесь будет Марс, в январе Венера. Уже даже сейчас, на момент записи этого видео, Солнце и Меркурий в транзите по первому дому гороскопа. То есть это начало года, когда у вас прям очень насыщенные транзиты на то, что ну, в чем-то вы на виду, в чем-то вы заметные, яркие, вас замечают, с вами общаются, но и для того, чтобы построить отношения, для начала отношений, эти транзиты тоже очень-очень хороши. Юпитер здесь уже у нас дает завершение какой-то истории, которая у нас начиналась в начале 2026 года, потому что это второй заход Юпитера в ваш седьмой дом гороскопа. Поэтому, возможно, вы уже с кем-то познакомились в первой половине 2025 года. Поэтому, возможно, это знакомство ничем не закончилось, оборвалось. Какие-то были события такие, что, ну, начали общаться, вроде бы все было хорошо, потом раз и исчезло, когда Юпитер ушел ваш восьмой дом гороскопа, перестал поддерживать седьмой дом. Возможно, сейчас опять всплывут какие-то люди вот из первой половины 2025 года. В целом вы можете искать какие-то отношения не только с точки зрения построения личной жизни, но и с точки зрения партнерства. Вступить с кем-то в партнерство деловое, рабочее, какую-то команду сформировать, либо какая-то команда у вас формируется, в которую вы входите. И это до 1 июня 2026 года такие позиции, что очень много вовлеченности в контакты и коммуникации с другими людьми. Помимо этого, положение Юпитера в седьмом доме гороскопа у нас еще имеет отношение к четвертому дому гороскопа, к дому, опять же, недвижимости, транспорта, места жительства. И поэтому те темы, которые я говорила, что, допустим, там недвижимость, транспорт реализоваться, это может быть так. Купить еще одну квартиру, купить еще одну землю, купить еще одну машину, либо как-то дооборудовать то, что у вас есть. То есть расширить участок, сделать пристройку к дому. Ну, с машиной я не знаю, как это может быть, как ее может быть, какой-то прицеп купить. То есть что-то сделать, чтобы дооборудовать. Либо еще может быть вариант маме точно так же недвижимость, транспорт покупать, помогать маме покупать землю, либо помогать маме с землей, с недвижимостью, с транспортом. Если вы в отношениях, то в этот период у ваших партнеров будут происходить тоже очень активные перемены в работе, изменение работы, смена работы, удаление тоже от работы какой-то. И, возможно, у кого-то партнеры отдаляются от работы, а вы начинаете очень активно работать. Из этой же позиции Юпитер, в принципе, у нас аспектирует два дома общения. И точно так же, как и Раху, расширяет количество коллективов, в которых мы можем состоять в этот период времени, в который мы можем входить. Будет такая тема хорошая, когда есть очень хорошая рекомендация на эти транзиты подаваться на различные конкурсы, участвовать в различных мероприятиях, где нужно показать себя, выступления какие-то, подавать заявки на то, чтобы вот рассмотрели ваши таланты, на то, чтобы рассмотрели ваши проекты, если у вас есть что-то в этом роде. В этом промежутке времени будет два затмения. В принципе, на каждое затмение я снимаю отдельное видео. Здесь я только коротко могу сказать, что вот солнечное затмение в третьем доме гороскопа в районе в районе этого солнечного затмения 17 февраля 2026 года может быть что-то связанное с, опять же, кругами общения, с контактами, коммуникациями, получение каких-то важных документов, начало обучения на каком-то курсе, обретение каких-то новых знакомств, друзей каких-то, перемены в жизни братьев и сестер в том числе. Может быть участие в каком-то конкурсе. А 3 марта 2026 года будет лунное затмение в вашем девятом доме гороскопа. Это какие-то перемены в детях, деторождении, в обучении, в контактах с зарубежными организациями, возможно, зарубежная поездка, перемены в руководстве на работе. Кстати, руководство на работе по Кету в девятом доме гороскопа может меняться
либо точно так же вы можете как-то отдаляться от руководителя на работе, но есть здесь тенденции на то, что могут меняться руководители, кардинально может меняться руководство, может быть еще отдаление от отца по кету в 9 доме гороскопа, либо отношения с отцом могут становиться в этот период времени какими-то странными, от отца тайны, либо отец от вас какую-то тайну скрывает. И по лунному затмению в 9 доме гороскопа это перемены в жизни отца, перемены в руководстве на работе, перемены в детях деторождения, в обучении, но еще могут быть и зарубежные путешествия и получение ответа какого-то из вышестоящих органов власти, либо какой-то запрос в эти вот госорганы власти, то есть какие-то дела могут там активно решаться. Но, опять же, затмения не у всех проигрываются очень ярко, потому что все зависит еще от градусов затмения, от того, задеваются ли в вашем личном гороскопе какие-то конкретные точки, поэтому затмение мы всегда обозреваем отдельно. Следующий промежуток времени с 1 июня 2026 года по 31 октября 2026 года это тоже такая история, когда будет повторение. Повторение того, что было с октября по декабрь. Потому что Юпитер повторно заходит в ваш 8-й дом гороскопа, в дом, который у нас отвечает за тайны, за кризисы, за стрессы, за эзотерику, за резкие перемены в жизни, за какие-то кардинальные перемены в жизни. Но и 8-й дом гороскопа — это еще и дом денег партнеров. Поэтому, с одной стороны, транзит Юпитера по 8-му дому гороскопа может давать вам какую-то финансовую поддержку других людей. С другой стороны, это опять же повторный транзит, который указывает на то, что сами стрельцы погружаются в темы 8-го дома гороскопа. То есть управитель всего нашего гороскопа заходит в 8-й дом. Самая актуальная рекомендация на этот период времени — не участвовать в различных рискованных мероприятиях, не участвовать в различных рискованных махинациях и все, что связано с темой риска, темой кризиса, темой опасности. Вот в такие темы лучше всего не погружаться. Но здесь у нас есть еще такая тенденция, что это просто период антикризисного менеджмента. С одной стороны, вы, вероятнее всего, так сильно вот от этого вот общения по Раху в 3-м, Юпитеру в 7-м доме, так сильно можете устать, своеобразное выгорание от этого большого количества общения, от этого большого количества контактов, что вы просто уходите в такой домик, прячетесь, не хотите ни с кем общаться, не хотите ни с кем видеться, все, отстаньте от меня, я буду сидеть себе здесь тихонечко и тише воды ниже травы. Но, естественно, 8-й дом — это дом такой, который нам дает в жизни много разных событий, не планируемых, не прогнозируемых, когда нам нужно что-то срочно решать, когда появляются какие-то новости, которые переворачивают наши планы. И обычно человек, который проживает вот эти периоды 8-го дома гороскопа, он становится таким немножко антикризисным менеджером, который должен везде успеть, все решить, причем все срочно решить. Срочные вопросы всплывают какие-то вещи, которые были от вас скрыты, какая-то информация, которая была от вас скрыта, и вы начинаете этим заниматься. Но еще одна тенденция, которая вот может исполниться, если у вас были планы, если у вас были цели, задумки, либо если вы что-то начинали, либо у вас были какие-то намеки в вашей жизни на такие события, которые вот исполнится по транзиту Сатурна и Юпитера. То есть Юпитер в этом положении будет подтверждать тенденцию Сатурна на изменения в 4-м доме места жительства, транспорта, недвижимости. Если вы, например, хотели продать квартиру в первой половине 2025 года, но так и не продали ее, вполне вероятно, что у вас сейчас опять появится такая мысль, что нужно продавать. Либо вы опять попробуете продать, либо у вас были мысли о переезде. И точно так же были мысли о переезде, собирались переезжать, но так и не переехали. Сейчас опять может подняться тема, а все-таки надо переезжать. Продажа машины точно так же. Надо продавать.
думали, 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 выставляли на продажу, так и не продали. Сейчас опять такая тема. Но может быть такое, что опять все равно это останется на уровне разговорах. Либо вы одно и то же сделаете несколько раз. То есть переехали в начале 2025 года, вернее, во второй половине 2025 года, переехали во второй половине 2026 года, и потом опять в 2027 год то же самое. Либо продали машину, купили новую, продали машину, купили новую, продали машину, купили новую. То есть очень внимательно смотрите, что у вас происходит с местом жительства, недвижимости, транспортом в эти транзиты. Дальше я буду рассказывать, потому что Юпитер у нас не окончательно заходит в ваш 8-й дом гороскопа, будет еще один проход по этому 8-му дому гороскопа. Но в целом это такой транзит на разлуку с мамой, на переезд, на продажу недвижимости, транспорта, на продажу земли, на какое-то избавление от вещей, на расхламление, на то, чтобы что-то кардинально поменять в том месте, где вы живете. И от этого получить еще к тому же деньги. То есть продать, если у вас есть школа своя, точно так же. Продать свои музыкальные инструменты, если у вас есть. Продать недвижимость, транспорт и все, что есть, и получить от этого деньги. Но, возможно, частями. Часть продать, потом еще раз часть продать, потом еще раз часть продать. В этом промежутке времени два будет солнечных затмения. Как раз в 8-м доме гороскопа будет 12 августа солнечное затмение на этом Юпитере, который у нас указывает на продажу недвижимости, транспорта, земли или чего-то, принадлежащего вам, вот недвижимого имущества, либо того, что у нас на участке находится. И как раз может быть что-то связано с продажей, с деньгами. В том числе 8-й дом гороскопа, солнечное затмение в 8-м доме гороскопа, это могут быть вопросы наследства, страховок, недвижимости, налогов. Недвижимости я имею в виду по наследству, налогов, каких-то тайн и всего в таком роде. А 23 августа будет лунное затмение опять в 3-м доме гороскопа, опять какие-то документы, опять какие-то сделки, опять, может быть, какие-то хобби, перемены в дружбе, все в таком роде. Следующий транзит, он у нас очень коротенький, но у вас в этом транзите задеваются чувствительные точки, потому что с 31 октября 2026 года по 25 ноября 2026 года в вашем 9-м доме гороскопа встретятся Юпитер и Кету. Юпитер, поскольку управляет всем нашим гороскопом, отвечает за наше здоровье, соединиться на этот промежуток времени меньше месяца с планетой, которая делает все тайным, скрытым, которая действует резко, подобно Марсу. За один день просто ничего не предвещало, что-то случилось. И тут точно так же актуальная рекомендация быть внимательнее к здоровью. Могут быть какие-то перемены желания, перемен во внешности. Вот я не рекомендую, кстати, идти в этот период на различные пластические операции, на все, что связано с хирургическим вмешательством, потому что могут быть последствия не очень приятные для вас. Это такой транзит, который для здоровья может быть не очень хорошим. Поэтому в целом рекомендую просто на этот период ничего такого не планировать, связано с вмешательством в свое собственное тело. И этот же транзит у нас Юпитера и Кету в 9-м доме гороскопа, соединение может еще давать какие-то странные ситуации дома. Дома могут быть такие вещи, типа как поломка чего-то, поломка транспорта, поломка какого-нибудь домашнего оборудования. И точно так же вот этот транзит Юпитера и Кету наравне с Сатурном в 4-м доме гороскопа может еще больше делать отдаление от мамы, какое-то охлаждение отношений. И может точно так же что-то скрывать у вас дома. То есть вы, может быть, дома тоже там делаете тайник, делаете сейф какой-то, делаете что-то дома тайное, скрытое, какие-то вещи. И потом вообще Юпитер у нас на достаточно длительный срок заходит в ваш 9-й дом гороскопа с 31 октября 2026 года. Он выйдет к февралю 2027 года только из вашего 9-го дома гороскопа, но я про него буду сейчас рассказывать. Значит, он выйдет у нас к февралю опять в ваш 8-й дом гороскопа.
И с одной стороны, вот этот транзит Юпитера по 9-му дому гороскопа для вас очень классный, но опять же вы его не можете, может быть, не сильно, конечно, так прочувствуете, в какой-то степени прочувствуете, но потом опять что-то пойдет не так. Значит, что у нас, хотя все равно тут тоже смотрите, что для вас хорошо, что для вас плохо, но что с Юпитером? Значит, Юпитер около года шел по вашему 6-му дому гороскопа. Дому труда, дому рутины, дому препятствий, дому болезней, кредитов, спорта. Вот все, что связано с долгами, с лечением, это все у вас в вашей жизни могло расширяться. И около года обычно у нас Юпитер идет по 1-му дому гороскопа. В начале 2025 года Юпитер наконец-то покинул ваш 6-й дом гороскопа и зашел в 7-й дом гороскопа. И стрельцы могли некоторые обрадоваться, особенно те, которые хотели отношений, хотели вступить в отношения, что ну, наконец-то у нас транзит на то, чтобы построить отношения. Но не тут-то было. Юпитер обычно дает такой, формирует очень долго энергию для того, чтобы произошли перемены в том месте, на которое он указывает, в том доме гороскопа, по которому он идет. И обычно вот эта длительная тенденция, год идет Юпитер для того, чтобы нам года достаточно, чтобы наконец-то разобраться с этой сферой жизни. Но в 2025 году начался сезон такой турбулентности очень серьезной. 25, 26, 27 год, по моему мнению, это 3 года очень зыбких, очень непредсказуемых, очень турбулентных, когда очень тяжело что-то планировать надолго, потому что все 10 раз меняется. Значит, Юпитер зашел в начале 2025 года в ваш 7-й дом гороскопа. Стрельцы выдохнули. Более чем уверена, что многие стрельцы выдохнули, потому что закончились вот эти вот хождения по больницам, необходимость заниматься какой-то рутиной, режимом, служением кому-то. И Юпитер зашел сюда до октября 2025 года. То есть с весны до октября, буквально даже меньше, чем на полгода. А потом Юпитер зашел в ваш 8-й дом гороскопа с октября по декабрь, по 5 декабря. И получается так, что только мы тут начали знакомиться, общаться, выдохнули, раз Юпитер заходит в 8-й дом гороскопа, в дом кризисов, стрессов, нас погрузили по самое не хочу в все вот такие вот тайные дела. Кто-то, может быть, и в астрологию ушел, и в психологию кто-то ушел. Но вот эти вот дела, которые требуют срочных решений, дела, которые вскрываются, все, что было от нас скрыто, где-то какие-то косяки, все, что мы должны срочно решать, оно вот по такому транзиту вскрывается. И только мы начали разбираться, раскидались более-менее, с декабря Юпитер опять возвращается в 7-й дом гороскопа. Ну, давайте опять общаться, давайте опять там знакомиться, ходить на свидания, либо вступать в какие-то коллективы, либо уделять больше внимания партнеру, либо еще что-то в этом роде. Кстати, и зарубежная эмиграция тоже. Что интересно, я сейчас к этому вернусь, но вот эта вот картина, кстати, для многих стрельцов это иммиграция за рубеж. А еще даже не просто иммиграция за рубеж, а иммиграция в какую-то страну типа Америка, Канада, Австралия, Италия, Испания, вот все в таком роде, к морю, к океану, очень вероятно. Но, значит, тут возвращаемся, только Юпитер зашел в 8-й дом кризисов, стрессов буквально на 2 месяца, потом вернулся опять сюда. То есть, допустим, даже попробовали эмигрировать, не получилось, сорвалось, нужно что-то тут срочно решать, либо попробовали там пожениться, потому что 7-й дом, дом еще брака, личной жизни тоже может быть. Но чего-то не хватило. Чего-то не хватило, погрузились в этот 8-й дом гороскопа, опять в кризис и стресс, решение срочных вопросов. Все вроде порешали, вернулись сюда, начали опять заниматься эмиграцией, начали опять заниматься там партнерством, вступлением в брак, формированием каких-то команд, отношениями. Наконец-то дорешали. Тут всплыло опять
опять какая-то всплывает история, когда нужно опять что-то решать. Это у нас уже с июня по октябрь 2026 года, опять период кризиса, стресса, опять период решения каких-то срочных вопросов, нежелание вообще ни с кем контактировать, нежелание ни с кем общаться. И в том числе вопросы продажи недвижимости, транспорта. Опять здесь у нас возникают вопросы каких-то переездов у нас возникают по второму кругу, по третьему уже кругу. Потом Юпитер, нет, по второму пока что кругу. Потом Юпитер у нас с 31 октября заходит в ваш 9-й дом гороскопа. Ну все, выдохнули. Выдохнули, совсем разобрались. Сейчас буду рассказывать, чем вы будете заниматься по 9-му дому гороскопа, какие будут тенденции. Но опять это не окончательно. Вот то, что я сейчас буду рассказывать с 31 октября по февраль 2027 года, это опять ненадолго. Это опять тенденция у нас уйдет в 8-й дом гороскопа. То есть в феврале 27 года Юпитер опять зайдет в ваш 8-й дом гороскопа. И только уже в 27 году он выйдет, чтобы уже пойти дальше по гороскопу. То есть для вас очень зыбкие такие транзиты, которые будут вам давать, ну, в принципе, они для всех зыбкие, но для вас будет так, что то, что вы делаете, оно будет неизбежно приводить к тому, что вам нужно что-то срочно решать. То есть вы вроде как все предусмотрели, вы вроде как решили, что вот эти документы нужно сделать, вот это нужно оформить, вот сюда нужно позвонить, написать. Но как будто бы вы, может быть, чего-то не можете учесть. И каждый раз что-то происходит, что вам нужно опять срочно все переделывать. То есть если результат, который вы получите в 25-м, 26-м, 27-м году, если результат будет вас не устраивать, то вполне вероятно, что еще все поменяется. Если все-таки вы будете над чем-то работать, что у вас не получается, тоже не стоит расстраиваться. Вполне возможно, что у вас еще несколько шансов впереди на то, чтобы все-таки это сделать. То есть такие вот у нас зыбкие транзиты. И, значит, с 31 октября 2026 года по февраль 2027 года Юпитер у нас будет идти по 9-му дому гороскопа, а Раху и Кету тоже поменяют свое положение, и Раху зайдет во 2-й дом гороскопа, Кету зайдет в 8-й дом гороскопа. Значит, что у нас здесь говорит Юпитер? Юпитер говорит, что на этот период стрельцы становятся счастливчиками. 9-й дом гороскопа — это дом удачи. 9-й дом гороскопа — дом зарубежных поездок, дом, который у нас отвечает за высшее образование, за детей в том числе, за контакты с органами власти, за, опять же, нравится мне это слово престиж, то есть повышение вашего авторитета, повышение вашего какого-то влияние, умение влиять на других людей. То есть, когда люди смотрят на вас и говорят, ну да, это действительно вот человек профессионал, или это человек, которому стоит доверять, или что-то в этом роде. Юпитер у нас вообще имеет отношение к 9-му дому. Юпитер — это планета гуру, планета знаний, планета духовности. И 9-й дом — это тоже дом духовности, дом знаний, дом расширения. Поэтому транзит Юпитера по 9-му дому гороскопа после вот этих вот транзитов на самом деле это очень хороший такой транзит, когда вы можете почувствовать какую-то удачу, поддержку, какую-то философское просветление, какое-то мировоззренческое улучшение в вашей жизни. Но помимо прочего, расширение контактов с иностранцами, с зарубежными организациями. Транзит Юпитера по 9-му дому гороскопа — это удача в сфере детей, деторождения, обучения. Это, возможно, вы начинаете активно учиться, либо вы сами начинаете активно учить. У вас может появиться какой-то учитель, какой-то наставник, гуру, духовный такой человек, который вас будет направлять. То есть в любом случае кто-то будет, какой-то покровитель, какое-то лицо, которое будет вам помогать, либо вы будете сами таким лицом и покровителем для других людей.
Из минусов этого транзита может быть то, что стрельцы почувствуют набор веса, такое может быть, появится лишний вес, Юпитер будет аспектировать свой собственный первый дом гороскопа, но и благословлять на, опять же, на перемены позитивные во внешности, на улучшение здоровья в том числе. Для место жительства и транспорта транзит Юпитера по 9-му дому гороскопа дает стрельцам возможность путешествовать. Причем путешествовать очень хорошо. Путешествовать в такие страны богатые, яркие, духовно-культурно, какие-то, может быть, ретриты, какие-то вот такие вот очень расширяющие ваше мировоззрение путешествия. Ну и в целом Юпитер у нас планета денег, которая будет идти по 9-му дому гороскопа. По 6-му дому и по 8-му дому гороскопа Юпитер хорошим деньгам лично вашим не способствует, потому что он способствует большому количеству трат. А по 9-му дому гороскопа в целом Юпитер может давать улучшение финансовой ситуации. Опять же, Юпитер будет аспектировать 3-й дом рук, 5-й дом детей, будет давать вам интерес к теме деторождения, к теме обучения, к теме работы руками. Но там и Раху был в 3-м доме гороскопа, тоже, в принципе, тоже в эту тему. И, в общем-то, это очень хороший транзит Юпитера по 9-му дому гороскопа, который вы прочувствуете на какое-то время, потом Юпитер уйдет в ваш 8-й дом гороскопа. Но в целом можно наладить отношения с отцом, с учителем, с руководителем еще, помимо прочего, если у вас, допустим, с руководителем по транзиту Кету по 9-му дому гороскопа были охлаждения отношений либо с отцом, либо с каким-то учителем. Здесь может быть, допустим, если вы спортсмен, и вами занимался какой-то персональный тренер. И этот персональный тренер ушел из вашей жизни, там занялся кем-то другим, либо вы расстались с таким тренером и не могли найти себе подходящего человека. То здесь вот Кету уходит в 8-й дом гороскопа, снимает вот эту вот печать странности с 9-го дома и заходит сюда Юпитер. В этот период времени у вас может появиться хороший учитель, который за вас возьмется, хороший какой-нибудь наставник, репетитора хорошего какого-то найти для ребенка точно так же. Ну и, в принципе, расширение мировоззрения, да, как я уже сказала, философия, вот все вас может интересовать, астрология, обучение, как бы духовный очень такой транзит, когда мы много учимся, много хотим познавать мир, много, в том числе этот же транзит на то, что растет наш оптимизм, конечно же, безусловно. Поэтому этот транзит такой очень значительно улучшающий и облегчающий. Раху и Кету. Раху заходит в ваш 2-й дом гороскопа, в дом денег, ресурсов, родительской семьи. Дом, который отвечает за зрение, за зубы. И Раху во 2-м доме гороскопа, конечно, дает обеспокоенность деньгами. Хочу денег, хочу много денег. Вот это вот может быть у вас идея фикс на ближайшие 1,5 года. То есть в ноябре 2026 года Раху переходит, и на 1,5 года этот транзит по 2-му дому гороскопа. Очень хочу денег, очень хочу изучать иностранные языки, пробовать иностранную пищу, и, может быть, даже придется разговаривать на иностранном языке. Но вот это, кстати, интересная картина, когда Раху идет здесь, мы можем эмигрировать, а потом Раху заходит сюда, и мы начинаем много общаться на иностранном языке. Помимо этого, 2-й дом у нас в целом дает нашему мозгу, когда Раху идет по 2-му дому гороскопа, очень много разных идей по поводу того, как заработать. Но эти разные идеи могут быть и хорошего, и не очень хорошего качества, потому что Раху — это планета иллюзий, заблуждений, и иногда нам в голову могут приходить различные идеи, связанные с махинациями, как вот обойти закон, как вот что-то сделать. Но аспект Раху на 6-й дом гороскопа и на 10-й дом гороскопа говорит о том, что все ваши вот эти вот изыскания по 2-му дому гороскопа, то есть как мне заработать много денег, они могут иметь очень серьезные последствия, если вы будете делать что-то противозаконно. То есть если вы решите какие-то схемы применять, то ответ не заставит себя ждать.
Когда Раху идет по второму дому гороскопа, может быть очень большая зависть до чужих денег и желание разоблачить. Ага, а вот он мошенник, а вот он незаконно зарабатывает, и я его накажу, потрачу все свои силы на то, чтобы всем доказать, что этот человек мошенник, что этот человек как бы там незаконно что-то делает. Но это не стоит делать, потому что это будет опять же вам в минус. То есть вы не должны вообще в целом а, думать про чужие деньги. Думайте лучше про свои, потому что будет желание думать про других, про чужие деньги. Почему так несправедливо? Почему ему все, мне ничего? Или почему ему так много, а мне так немного? Я хочу больше, я заслуживаю большего, я достоин большего. Знаете, еще транзит Раху по второму дому гороскопа, как бы это такой транзит, когда как будто бы прорвало на то, чтобы говорить. И, может быть, действительно в вашей жизни будет много разговоров, когда нужно очень много именно говорить, выступать, может быть, работать над речью, работать над голосом, работать над связками. Но в этом транзите берегите зубы, зрение, щитовидную железу, хотя может быть такое, что будет желание, допустим, там давно пора заняться зубами. Вот надо сейчас вот поставить себе какой-нибудь бриллиантик на зубы, каким-то образом украсить зубы, какое-то украшение сделать. Тоже такое может быть желание там очки покупать, желание что-то делать, в том числе, кстати, может быть там лазерную коррекцию зрения или что-нибудь в этом роде. Раху в аспекте на 6-10 дом гороскопа может вносить хаос в работу. И с точки зрения вот этого желания заработать много денег, может быть и давать он такое, что и подработки. А здесь, кстати, когда Раху шел по 3-му дому гороскопа, могли быть еще и какие-то предпринимательские инициативы. И кто-то из стрельцов мог открыть бизнес, то есть желание открыть бизнес, особенно когда Юпитер еще шел по 7-му дому гороскопа, какой-то партнерский бизнес, с кем-то вместе заколлаборировать, запартнериться. Но когда Раху идет по второму дому гороскопа, это очень такая история, когда мы можем работать сразу на нескольких работах, потому что вот нам очень надо, хочется денег, нам надо и там, и там, и там, и там везде успеть. Но Раху будет создавать какую-то турбулентность, нарушать привычный режим жизни, нарушать привычный образ, распорядок дня, питания, всего в таком роде. Вообще второй дом — это еще дом родительской семьи. Транзит Раху по второму дому гороскопа — это как бы такой транзит, когда у нас чужая семья появляется. Чужая семья может появляться в нескольких случаях, когда мы, например, переезжаем. И мы можем там познакомиться с какой-то семьей, с которой мы очень много проводим времени, как бы наша вторая семья. Отдаляемся от родителей. Помимо этого, чужая семья бывает таким образом появляется, когда, допустим, мы женимся, и мы входим в какую-то новую семью, она у нас как будто бы приемная. Либо ребенок, который в детском доме долго его не усыновляют, да, и у него появляется приемная семья. То есть такая вот история, когда у нас появляется какая-то новая чужая семья, люди, которые на какое-то время нас к себе принимают, начинают нас звать на все праздники, начинают нас с собой как-то постоянно брать, да, то есть как бы вот мы вливаемся в какую-то семью и чувствуем себя там, ну, по-семейному, как будто бы вот у нас появилась новая семья. Действительно, Раху во втором доме гороскопа может дать много денег. Много денег, но это будет ваша беспокойность, рост доходов, в принципе, по Юпитеру, который выходит, заходит в 9-й дом гороскопа, тут тоже хорошая такая денежная комбинация. То есть, в принципе, вторая половина 2026 года может принести вам неплохие доходы, но если вы не будете влазить в какие-то махинации и в какие-то сомнительные вещи. По Раху во втором доме гороскопа может быть работа с иностранцами, работа в сфере и доход. Вот это дом гороскопа, который отвечает за деньги и откуда мы получаем деньги. И второй дом — это дом радио. Ну, то есть, когда Раху идет по второму дому гороскопа, это может быть, что кто-то из стрельцов, допустим, выступает на радио, кто-то работает с иностранными языками, с какими-то химическими элементами, с сферами такого искусственного питания, искусственного интеллекта, всего, что связано с искусственным, химическим, нефтехимическим, с опасностью, кстати, тоже какой-то, с дикими животными. Вот такие вот сферы странные могут проявиться
у вас как сфера для доходов. Но и иностранные компании, то есть иностранные работодатели, либо вы просто начинаете работать с какой-то иностранной компанией, такое тоже может быть по Раху во втором доме гороскопа. И желание, либо возможность получить статусы в иностранном государстве. То есть статусы это что? Вид на жительство, виза, гражданство. Это все статусы в иностранном государстве. Либо статус еще какой-то там ветерана иностранного государства, пенсионера иностранного государства. Тоже по аспекту Раху на 10-й дом гороскопа, дом статуса. Кету в 8-м доме гороскопа, кстати, вот что интересно. У стрельцов действительно есть тенденция на то, что вот если вы в отношениях, что ваши партнеры уходят с работы и даже могут какое-то время не работать. Кету стоит в 8-м доме, и Сатурн стоит в 4-м доме гороскопа. Вот это дом работы для нашего мужа или жены, и это деньги нашего мужа или жены. И по этим транзитам как бы у них становится меньше денег, у них становится меньше работы, либо они это скрывают, но при этом они занимаются своим саморазвитием, хобби, какими-то вот такими вещами, уходят там какое-то в предпринимательство, либо в свободный режим работы, в свободный режим плавания. И, возможно, вот этот Раху во втором доме гороскопа, когда у вас включается, он включается, потому что вы чувствуете для себя необходимость поддержать партнера, помочь ему там, чтобы ему было проще финансово. То есть, если вы мужчина и у вас жена уходит в декрет, это вот такая как раз-таки хорошая картинка, которая может указывать на то, что у вас рождается ребенок, и жена перестает работать, а вам нужно, соответственно, больше зарабатывать. Но для женщин такая картина тоже может быть, когда партнер, допустим, уходит на пенсию, либо партнер по каким-то другим причинам уходит с работы, либо пытается запустить свой собственный бизнес, и вы в этот период берете на себя какую-то дополнительную поддержку вашего партнера. В общем-то, такое ощущение, что сначала у вас был такой период не социализированный, а сейчас у ваших партнеров будет период, то есть как будто бы сначала вы нуждались в поддержке партнеров, теперь партнеры нуждаются в вашей поддержке. Какая-то такая история. Но для вас в любом случае наступают такие транзиты неплохие. Когда еще Юпитер окончательно выйдет из вашего 8-го дома гороскопа, это в принципе будет уже у вас для период такого роста. Сейчас пока что вы как будто бы набираете много новых навыков и как будто бы очень быстро вливаетесь в какие-то общественные процессы. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на 2026 год для стрельцов, восходящих, лунных, солнечных, в принципе, тоже можно. Я очень вас прошу не забывать ставить лайки, пишите комментарии, мне всегда очень приятно, делитесь этими видео с друзьями с канала. Благодарю вас за поддержку, за теплые слова, которые вы мне пишете. Ну и если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.